Мои дорогие подписчики и зрители, я вас приветствую на своем канале «Записки пользователя или вы гениальны». Меня зовут Пульхерия. И сегодня, мои дорогие, мы будем готовить апельсиновый джем. Использовать можно его как самостоятельный десерт, а также мы с ним будем готовить различные десерты. И для этого нам понадобится апельсины в любом количестве и сахар. Сколько нам понадобится сахара, будет известно, когда мы очистим апельсины и отделим мякоть. Итак, мои дорогие, для начала мы должны натереть цедру без белой части от 1,5 апельсинов. Если у вас больше, возьмите с 2 апельсинов, меньше возьмите с 1. Приступаем. Натираем на мелкой терке. Белую часть мы оставляем. Она горчит, нам она не нужна. Цедру мы очистили, натерли. На терке теперь заливаем кипятком. И очищаем апельсины от кожи. Друзья, мы очистили апельсины. Теперь апельсины мы разрезаем вдоль долек и очищаем от пленочек внутренних. Нам нужна одна мякоть. Разрезаем вдоль долек. Смотрите, мои друзья, я отделяю вдоль долек апельсины. А теперь буду очищать от пленок. Друзья, мы очистили апельсины от пленочек. Теперь мы цедру откинули на ситечко и добавляем нашу массу. Теперь мы должны положить все это в толстостенную, толстодонную кастрюльку, в которой будем варить, и взвесить. А потом я уже скажу, сколько у нас будет сахара. Друзья, у меня получилось 599 граммов. Будем считать, что это 600 граммов. Сахара надо от веса апельсиновой мякоти брать от 60 до 100%. У меня 600 граммов. Я буду брать минимальное количество 60%. 360 граммов. В общем, взвешиваем. Конечно, тару мы отнимаем. И теперь мы добавляем сахар. Взвешиваем сахар и ставим на плиту на средний огонь сначала, а потом мы его будем уменьшать. 360 граммов я добавляю в апельсины. Ставлю на средний огонь. Друзья, пока не растворился сахар, мы мешаем непрерывно. Потом только периодически. У меня еще не закипел. После того, как он закипит, я убавлю на 3. Друзья, джем кипит. Я уменьшила мощность на 2/3. У меня 3 из 9 ступеней. Видите, обратите внимание, по мере того, как будет у нас увариваться джем, его надо будет мешать все чаще и чаще, потому что жидкость, сок испаряется, уваривается, и джем может пристать, если вы не будете делать этого. Мы его будем уваривать, а потом с вами встретимся. Друзья, джем готов. Вот такая у него получилась консистенция. Я только его сняла. Он постоит в холодном месте и просто постоит. Он будет значительно гуще. Но и сейчас он достаточно густой. Уваривать его нужно на 2/3. Примерно, чтобы у вас осталась 1/3 от вашей апельсиновой сахарной массы. Вкус просто изумительный, не приторно сладкий. Я вам говорю, что я использовала минимальное количество сахара на это количество апельсиновой массы. Использовать его можно в таком виде или пробить блендером для своих целей. Я так и поступлю. По объему я вам сказала, тут осталось 1/3 объема, а по весу я сейчас взвешу и скажу, сколько это у нас веса. Вес у нас получился 517 граммов. Напомню, что у меня вместе с сахаром было 960 граммов. То есть в 2 раза будем считать, он уварился по весу в 2 раза. Есть его можно в таком виде и использовать тоже в таком виде. Друзья мои, я переложила джем в банку. Посмотрите, он еще горячий, но он густеет прямо на глазах. Думаю, что завтра я его уже буду резать ножом, как мармелад. Мои дорогие, вчера я вам показала горячий джем апельсиновый.
А сегодня он постоял ночь. Я вам покажу, какая у него консистенция. Вот, пожалуйста, я его переворачиваю, и он не вытекает. Сейчас покажу ложкой, как он берется. Получился, мои дорогие, даже не джем, а можно сказать мармелад. Вот такое у него качество. Мои дорогие, джем очень-очень вкусен. Я бы сказала, изумительно вкусен и очень-очень ароматен. В нем нет приторной сладости, которая характерна для мандариновых и апельсиновых джемов. Это обычно. Так, в этом нет, потому что мы использовали минимальное количество сахара. Мы будем его использовать в дальнейшем. Его можно использовать как самостоятельный десерт, пить с ним чай, кофе, намазывать на бутерброды. А также он используется как начинка, наполнение торта, трубочек, булочек и других кондитерских изделий. Кроме того, его можно использовать в десертах, сложно составляемых десертов, и я планирую снять целую серию с использованием этого джема. Так что, мои дорогие, готовьте этот джем. Что я вам хочу сказать? Считается, что все овощи и фрукты, имеющие желтый, а тем более оранжевый цвет, являются антидепрессантами. Кроме этого, они содержат карофит, провитамин А, витамин молодости и красоты. Поэтому приготовьте очень вкусный, очень ароматный апельсиновый джем. Мои дорогие, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал, делитесь этим видео со своими друзьями в социальных сетях. Не забывайте, мои дорогие, что вы гениальны, поэтому у вас все получится. Пока-пока. С вами была Кулькихерия. И да, мои дорогие, я вам желаю, чтобы ваша жизнь была такая же яркая и насыщенная радостными событиями, как эти, и солнечные, как эти апельсины. Ну все, а теперь пока-пока.